Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года. На данное время ей 53 года. Однако идеальная фигура модели позволяет принять участие в любой фотосессии. Синди уверяет, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга, а уколы красоты вызывают у нее страх. Модель не желает обменять свое здоровье на искусственную красоту. Своим главным секретом молодости и красоты модель считает правильное питание, физические упражнения и нормальный сон. Уход за кожей тела. В одном из интервью модель сказала: «Во-первых, кожу нужно защищать, потому что она подвержена фитостарению. Защита от солнца является обязательной. Перед выходом из дома я всегда использую солнцезащитный крем. Так я защищаю себя не только от морщинок, но и от возможной пигментации. На пляже я никогда не нахожусь без шляпы и очков. Во-вторых, кожу нужно питать изнутри и снаружи. Например, для кожи очень полезно масло авокадо, оливковое и кокосовое масла. После душа, прежде чем высохну, я использую масло для тела. Я даю ему впитаться в течение нескольких секунд, а затем вытираюсь полотенцем. И в-третьих, кожу нужно очищать. Мне нравится использовать сухую щетку для тела, прежде чем буду купаться или принимать душ. На сухой коже я использую щетку по всему телу, делая движение в сторону сердца. Вы не только очищаете кожу от мертвых клеток, но и активируете свое тело, стимулируете лимфатическую систему, уменьшаете целлюлит и расслабляете кожу. Уход за лицом. Состояние кожи может выдать твой возраст, так что ухаживать за ней стоит с молоду, считает Синди. Макияж не поможет, если кожа нездоровая. Кстати, я не фанатка макияжа. Мой принцип – меньше – лучше. Главный урок, который я хочу донести дочери, заключается в том, что это ты отлично выглядишь, а не твой макияж. Супермодель предпочитает использовать кремы с антиоксидантами. Она уже более 20 лет с их помощью ухаживает за кожей лица. Также Синди пользуется антивозрастными сыворотками и средствами для ухода за кожей вокруг глаз. Вот ее практика ухода за лицом. Я очищаю кожу с утра и первой наношу сыворотку, поскольку в ней очень много гиалуроновой кислоты. А через несколько минут я наношу дневной крем. Дальше я отвлекаюсь на какие-нибудь другие дела и даю крему как следует впитаться, а затем наношу крем с SPF. Раньше я наносила его и на зону декольте, но теперь появились специальные средства для этой области, так что если есть время, наношу их. Это мое обычное утро. Если мне нужно выйти на работу, я могу нанести разглаживающий крем для глаз. На ночь я очищаю лицо, вновь наношу сыворотку и крем для глаз. После самолета я использую сыворотку, придающую коже сияние. Каждое утро Синди Кроуфорд начинает с легкого массажа лица и 3 раза в неделю умывается молоком. Как гласит легенда, этот прием помогал Клеопатре сохранять свою молодость. Также она пользуется собственной термальной водой, которая состоит из смеси очищенной воды и коровьего молока в пропорциях 50/50. Этот молочный чудо-спрей модель наносит на кожу 2-3 раза в течение дня. А вот для упругости кожи лица и зоны декольте модель проходит курсы мезотерапии, практикует витаминные, коллагеновые инъекции и шлифовку кожи лица. Уход за шеей и овалом лица. Многие женщины ищут способы, как замедлить старение шеи и как убрать второй подбородок. Для профилактики этого Синди использует интересное упражнение. Около 20 лет назад я познакомилась с женщиной, которая регулярно делает упражнения для шеи. Она объяснила мне, что если держать эти мышцы в тонусе, то с возрастом это поможет сохранить нормальный овал лица и уменьшить морщины на шее. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок. Там все просто. Лягте на спину, подбородок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди. Затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол. Держите на весу. Я делаю 3 подхода по 10 повторений, но можно и меньше, и больше. Уход за волосами.
Ежедневно модель делает массаж головы и тщательно расчесывает волосы. На это у нее уходит примерно 10 минут. К тому же она не пользуется красками с аммиаком и перекисью водорода, а поддерживает насыщенность цвета волос с помощью оттеночных шампуней. Чтобы волосы были здоровыми и блестящими, Синди регулярно делает маски и не забывает увлажнять волосы маслами. Ей нравится жасминовая маска. Супермодель наносит маску на волосы до того, как идет в душ. Это необычно. Специалисты говорят, что маску нужно наносить после мытья. Однако Синди говорит: «Я не вижу смысла в том, чтобы 10 минут стоять под душем с маской на волосах. Но наносить маску перед душем очень удобно. Например, можно нанести маску перед тренировкой, а затем смыть ее в душе и высушить волосы, как обычно». К сожалению, мои волосы не такие сильные, как раньше. Слишком много лет злоупотребления и окрашивания сделали их хрупкими, особенно на кончиках. Поэтому, если есть возможность, я не сушу волосы феном и даю им высохнуть естественно. Также я обнаружила, что если сплю со свободным пучком, то утром мои волосы все еще остаются гладкими, но приятно волнистыми. Только не используйте резинку для пучка. Вместо этого я использую шпильку. Таким образом они не становятся вьющимися или заломанными. И еще кое-что важное для поддержания здоровья волос. Не окрашивайте волосы до тех пор, пока вам это действительно не понадобится. Позволяйте естественному цвету и текстуре преобладать как можно дольше. О правильном питании. Модель не сторонница жестких диет. Ведь если вы морите себя голодом, то тело будет сохранять все жиры из пищи и откладывать их про запас. Она старается правильно питаться в течение всего дня. Синди ест 5-6 раз в день небольшими порциями. Благодаря этому она не чувствует сильного голода и не переедает. А вообще уже много лет Синди придерживается средиземноморской диеты. Основа ее рациона – рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, молочные продукты и оливковое масло. Вот что модель говорит о правильном питании. Я придерживаюсь правила 80/20. 80% здоровая пища, 20% еда, которой себя балую. Это достижимо. Я не хочу, чтобы пища была врагом. Но я не из тех, кто ел бы только хлеб, макароны или картошку. Я стараюсь есть жирную рыбу, овощи и много белковых продуктов. Но иногда я просто могу позволить себе пиццу или немного черного шоколада. Я живу в Малибу, прямо на пляже. И первое, что я делаю после подъема с кровати, выхожу на террасу, забираюсь в джакузи и наблюдаю за тем, как над океаном восходит солнце. Это единственное время перед тем, как кому-то что-то от меня понадобится, поэтому я сижу, обдумываю свой день и пью зеленый чай. После этого я всегда делаю смузи. На обед я могу съесть салат с курицей, а на ужин часто выбираю рыбу жирных сортов с овощами. Кстати, овощи я выращиваю у себя на огороде. В течение недели я обязательно пью несколько смузи. Если путешествую, то заказываю их с помощью сервисов доставки, а дома делаю все сама. Предлагаю 2 рецепта моих самых любимых смузи. Рецепт первый. Смешайте в блендере чашку миндального молока, кусочек банана, чашку шпината, немного мяты, ложку какао, щепотку порошка японского чая матча и немного порошкового протеина. Рецепт второй. Смешайте в блендере чашку миндального молока с половиной банана, затем добавьте чашку свежих листьев шпината, четверть стакана свежей мяты, снова смешайте и посыпьте шоколадной крошкой. Моя дочь его просто обожает. Хороший вид – это однозначно правильное питание, достаточное количество сна и много питьевой воды. Однако вам также нужно много двигаться. Это сделает вас как минимум на 10 лет моложе, ведь стройное тело всегда молодо выглядит. Физические нагрузки. Программа тренировок Синди Кроуфорд состоит из 20 минут кардио и 30 минут силовой тренировки. Ее любимое кардио – это прыжки на батуте, беговая дорожка, эллипс или быстрая ходьба на свежем воздухе. Супермодель уделяет кардиотренировкам минимум 3 часа в неделю, а по выходным катается на велосипеде. Потом полчаса-час модель делает простые упражнения – выпады, приседания, отжимания, качает пресс и бицепсы.
Синди пользуется своей программой тренировок, составленной 30 лет назад, и обходится без современной техники. Самое важное, по ее словам, это регулярность. Сейчас, в свои 53 года, модель занимается спортом 5 раз в неделю. И это важно для поддержания мышечной массы в таком возрасте. Она повысила интенсивность кардио и интервальных тренировок. Кардио очень важно, если вас интересует похудение и стройная фигура. Однако идеальная фигура – это не только жесткие тренировки, но и хорошее расслабление. Любимой релаксацией Синди является инфракрасная сауна. 30 минут с хорошей книгой, и я совершенно новая женщина, говорит модель. А теперь 7 советов от Синди для тех женщин, которым за 40, но они не согласны стареть и желают выглядеть молодо и красиво. Кстати, если вам будут интересны секреты молодости и красоты других моделей, Кристи Бринкли и Кэролин Хартс, ссылки на видео находятся в правом верхнем углу монитора и в описании под этим видео. Советы Синди Кроуфорд для женщин. Первое. Придерживайтесь баланса. Здоровье для меня – это баланс. Баланс должен касаться не только хорошего самочувствия и питания, но и всего остального – семьи, друзей, времени на себя, работы. Второе. Не критикуйте себя. С возрастом ты полностью меняешься. У тебя другая кожа, волосы, тело. Я работаю над собой, но, увы, внешность и жизнь после 50 лет отличаются. Сейчас держать себя в форме намного тяжелее. Но я вижу своих друзей и осознаю, что они прекрасны. И я не о внешности. В такие моменты я понимаю, что женщины должны относиться к себе менее критично. Я не ищу способов выглядеть на 20. Если папарацци ищут специальный угол для фотосъемки, чтобы показать всем, что у меня есть целлюлит, то знаете, что я на это отвечу? Да, он у меня есть. И я не буду это скрывать, но я спокойно к этому отношусь. Третье. Уменьшите потребление соли. Одна вещь, которую я заметила – из-за соли утром я просыпаюсь опухшей. Теперь, когда я иду в суши-бар, использую лимон, а не соевый соус. И, кстати, это более вкусно. И еще я больше не пью вино, из-за него у меня также мешки под глазами. Четвертое. Совмещайте полезное с приятным. Все хорошие и приятные вещи требуют времени, поэтому мне нравится совмещать несколько занятий одновременно. Так я стараюсь внедрить некоторые косметические процедуры в мои тренировки. Я всегда мою голову после занятий, поэтому перед тем, как приступить к упражнениям, наношу на волосы, особенно на кончики, питательную маску. Жирный хвост в спортзале никого не смутит. Также я часто перед тренировками наношу различные увлажняющие и лечебные средства на стопы, потому что в ближайший час я все равно буду в носках. Пятое. Спите не менее 6-7 часов в сутки. Не позволяйте себе пропускать нормальный сон более 2-3 дней. Если это произошло, возьмите выходной, чтобы хорошо выспаться. Не думайте только над тем, как стать красивой. Думайте и над тем, как сохранить красоту. Шестое. Будьте радостны и позитивны. Мой главный секрет – это отличное настроение и любимый мужчина рядом. Не стоит переживать из-за ерунды. Если вы так и не научились играть на пианино или говорить по-французски, не стоит из-за этого убиваться. Не думайте о том, как похудеть. Лучше думайте о том, как больше радоваться жизни. Седьмое. Прислушивайтесь к инстинктам. То, что хорошо для вашего друга, может быть пагубно для вас. А то, что вам не нравится, можно заменить массой альтернативных вариантов. Не любишь велоспорт? Занимайся плаванием. Не любишь плавание? Иди на танцы. Когда у меня спрашивают, как стать моделью или каков ваш рецепт красоты, я отвечаю, что он заключается в отсутствии секретов. Мы все знаем, что нужно правильно питаться, спать, пить воду и не курить. Секрет в том, чтобы следовать этим правилам всю жизнь. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментариях.